Ну и несколько реальных историй. Я работал в компании IT или IT-системный интегратор. И это было в 2002, по-моему, году. Была известная, может быть, даже до сих пор есть, компания, вернее, учебный центр Академия IT. Вот. В Краснодаре у этой компании был филиал у Академии IT, но и там же сидел системный интегратор. До этого, до 2002 года, у меня был уже опыт преподавания в университете, курсов по программированию. У меня был опыт предпринимательской деятельности несколько лет, было интернет-кафе и компьютерный клуб. То есть я был уже опытным, насколько это возможно, опытным бизнесменом. Это действительно очень хороший опыт, потому что я работал на рынке B2C с физлицами и умел общаться с людьми, плюс преподавал. Ну, то есть я, в принципе, считал себя достаточно компетентным на тот момент. И вот в Академии IT и в IT-системном интеграторе проходил собеседование со всей этой любимой HR-ами шнягой, типа, а продай мне слона, а продай мне эту ручку, а какой-то там бизнес-игре с 3 разными людьми, типа онлайн-соревнования там же. Ну, в общем, мне тогда это для меня было вновь, я никогда такого не делал, мне было тогда это интересно, я думаю, ну пойду, поиграю. Хотя я, в общем-то, уже имел к тому моменту 5 лет опыта самостоятельной работы, работаю по контракту с Кубанским госуниверситетом. Уже 5 лет опыта было. Вот. Что сыграло роль? Не мои компетенции, ребята, сыграла роль. Не то, что я там мог доказать, что я и разбираюсь в информационных технологиях во множество. И не мой красный диплом университета, не мой опыт предпринимательской деятельности, не мой опыт общения с людьми, что я умел общаться с студентами, со школьниками, со взрослыми людьми, работал в трудовом коллективе в университете. Кстати, для меня самым большим сюрпризом явилось то, что на заседании кафедры мои преподаватели бывшие ведут себя скромно как дети, чуть ли не матом друг друга обкладывают. Ну, то есть, видите, с волками жить, по волчьи выть. Если ты студентам преподаешь, ты и ведешь себя как студент отчасти. Вот, это для меня был, конечно, жесткий шок, что они почти на ёб твою мать разговаривают на заседании кафедры, да, и как дети, вот реально как дети себя ведут. Ну ладно. Вот в Академии IT ключевым фактором явилось то, что там уже работал мой однокурсник. Я этого не знал, но потом узнал. И он как бы случайно достаточно узнал о том, что я иду туда на соискание вакантной должности и поддержал мою кандидатуру. То есть, ребята, и тогда я уже понял и дальше начал все больше и больше приходить к выводу, что, во-первых, ваше успешное трудоустройство, ваш успешный бизнес в основном зависит от случайности. Насколько это будет успешно или не успешно, дело случая. Ни вашего образования, ни вашего опыта, ни ваших знаний, а дело, решающую роль играет то, что именно вы оказались в этом месте в это время, а не кто-то другой. И именно вы с вашим набором скиллов оказались в этом месте в это время. Это 95% успеха. Просто совпадение, просто случайность. И если у вас не получается, а вы считаете, что должно было получиться, успокойте себя. Ну просто не совпало. Надо идти дальше, надо искать. Второе. Горизонтальные связи. Ну, вот этот человек, который мне помог устроиться в Академию IT,
Он просто знал меня как однокурсника и просто порекомендовал, сказал, да, я его знаю много лет, 5 лет его знаю, он классный парень. То есть, по сути, личное поручительство было. И меня взяли туда работать. Понимаете? Кстати, он сыграл и дальше существенную роль в моей жизни почему-то. Много играл ролей в моей жизни, потому что он еще на одну работу меня трудоустроил, хотя мы с ним, у нас с ним было общение, как и с остальными однокурсниками, то есть у нас с ним ничего такого не было, не то, чтобы мы там дружили с семьями или еще что-то, почему-то этот человек дважды как минимум сыграл существенную роль в моей жизни. Вова, привет. Кстати, он на самом деле, не потому что он мне помогал, но я просто хочу сказать, что он, конечно, продавец от Бога, просто от Бога. Бывают такими рождаются. Я-то себя талантливым считаю, sales person, но Вова еще более талантливый, чем я. И жутко ленивый. Наверное, это идет вместе с талантом. А может быть, это разумная стратегия с экономией сил, чтобы не распыляться на ненужные действия. Он просто предпочитает чуточку подождать и спуститься, и потом пообщаться со всем стадом. Может быть так. Ладно. Горизонтальные связи. То есть выстраивайте как можно больше горизонтальных связей. Собственно, в этом и смысл всяких этих поездок, с кем-то где-то пойти побухать, с кем-то потусить. И вы никогда не знаете, когда это выстрелит. Мой вам совет. Сделайте максимально широкий круг общения. Даже если вы, не знаю, Шелдон Купер, если вы просто прирожденный гений, и даже если вам не нравится общаться с людьми, делайте над собой усилия. Ходите на тусовки, ходите на какие-то митапы, ездите на конференции, ходите с людьми в бары, ходите с людьми в сауну, ходите с людьми на пляж. Расширяйте круг знакомств, чтобы он у вас был максимально широкий. И то, что называется be in touch. То есть потихонечку пингуйте этих людей, потихонечку с ними поддерживайте какой-то контакт, чем бы вы ни занимались. Где-то там поговорили с человеком, где-то здесь. Для этого, кстати, соцсети отлично подходят. Что это дает? Это дает, что люди помнят о вас, и если вдруг у них где-то возникает какая-то возможность трудоустройства, они вам потом об этом скажут. Ровно так с этим Володей и случилось. То есть я потом ушел из этой компании, из Академии IT, когда защитил кандидатскую диссертацию. Прошло несколько лет. Но мы в каком-то контакте были таком, буквально помнили друг о друге. И через несколько лет он мне говорит, слушай, а тут есть такая позиция, а давай ты там будешь руководителем. И он опять вауч, то есть он опять поручился за меня, за то, что я классный пацан. Это тоже очень важно. Поэтому иногда с кем-то набухаться и довести кого-то до дома, чего с Володей не было, кстати говоря. Мы потом, конечно, тусили, но это уже потом было. А до этого он просто помнил меня как студента, однокурсника и хорошо обо мне отзывался дважды, как минимум. Горизонтальные связи — это критически важно. И, наверное, это еще 4% успеха. То есть 95% это случай, 4% это горизонтальные связи, и только 1% это ваш диплом, ваш опыт и ваши soft skills, то есть ваши личные знания, умения, навыки и так далее. 1%, ребята. Все остальное, если есть чувак, который за вас поручится, потому что когда ты кого-то рекомендуешь, ты по сути поручаешься за этого человека. Это как минимум 4%. Если выпадает возможность, то есть совпадаете вы, человек, который готов за вас поручиться, и позиция вакантная, это 95%. Случай. Но если вы будете расширять круг общения, то таких случаев, вероятность того, что о вас вспомнят, выше и выше.
Поэтому расширяйте круг общения. Ходите на тусовки, на всякие мероприятия, онлайн, офлайн. Лучше офлайн. Вот. Я, например, вот с кем в Барселоне общался лично, но я этих ребят не забуду. Вот. А эти все онлайн встречи, понимаете, несколько виртуально, не очень запоминается. Ну и наверное, нужно сказать, в каком же случае нужно увольняться. Потому что у меня компания, меня подслушивает код. В каком случае нужно увольняться? Если вы чувствуете, что вас кидают на деньги, или могут кинуть, увольняйтесь. Если вы чувствуете, что вам ищут замену, я всегда считаю, что лучше идти самому, потому что на вас могут повесить какие-то грехи, какую-то недостачу. Один случай я расскажу, будет поучительным. Опять же, проработал в одной компании, прошло много лет 5 или 6. И человек, с которым я работал в одной компании, стал собственником другой компании, пригласил меня, зная меня, мои знания и опыт, способности, он меня пригласил на одну из ответственных позиций, как специалист по общению с госсектором. Я знал этого человека, он меня до этого никогда не подводил. Была определенная степень доверия, у него ко мне тоже. И я работал в этой компании реально за премию, потому что минимальный доход там был копеечный, а у меня дочка маленькая, что нужны были деньги очень сильно. Премия была обещана очень миллионная. Вот. И что-то шло не так. То есть я вроде как все делал как нужно, и там жопу рвал, и вызывался волонтером какие-то там дополнительные вещи сделать в проекте. Чуть ли не сам доставку организовывал по проектам. Да, я был руководителем проекта. В общем, я всегда, кстати, инициативно работаю, то есть прям не за деньги, а за результат. Я считаю, что это лучший подход. Как минимум для себя. Ты перед собой честен, что ты сделал все, что мог, а вот тебе не доплатили. Так, ты перед собой честен. И кто бы мог подумать, что внутри вот этого коллектива были интимные отношения. И что у моего работодателя были интимные отношения с руководителем отдела закупок. А в силу интимных отношений начальницы отдела закупок, она позволяла себе всякие косяки. И когда уже прошел год, когда закрылись контракты, когда дошло дело до выплаты премий, начали считать и выяснили, что начальница отдела закупок в контракт не посчитала обязательный пакет техподдержки. Она не посчитала, потому что я как руководитель проекта понятия не имел, что с поставкой оборудования еще и обязательно по требованиям производителя должен быть приобретен пакет техподдержки. Она как закупщица должна знать условия, прежде всего она должна знать условия, на которых это отгружается. Отгружалось это на условиях закупки еще техподдержки. Если бы мне было это сказано, то как госзаказчику ему плюс-минус миллион вообще ни о чем. Он бы спокойно включил эту техподдержку в стоимость контракта и вперед. Но она как закупщица не знала, это ее незнание, не протранслировала это знание на всех остальных, потому что не только же я контракты заключаю, там есть еще и договорной отдел, не только отдел закупок, договорной отдел, есть, соответственно, финансовый отдел. И я только реализатор проекта, то есть я участвую на этапе пресейла, но я вообще-то отвечаю за реализацию проекта.
когда уже контракт подписан, моя ответственность на этапе заключения контракта и вписывания туда условий по техподдержке, ну, она минимальна. Но почему-то решили повесить ответственность на меня. И когда контракт закрылся, когда уже все деньги пришли, выяснилось, что нужно еще покупать техподдержку на миллионы. А она не была продана заказчику. И значит, нужно ее вытащить, эти миллионы, из прибыли, из маржи. И значит, у меня будет меньше процент. И вот тут возник диспут с любовником этой закупщицы, начальника отдела закупок. А поскольку мы с ним давно были знакомы, я, соответственно, в доступной для русского человека форме с использованием ненормативной лексики объяснил, что я ответственности не несу за то, что пропустила его любовница. И, соответственно, не хочу, чтобы мою премию снижали из-за того, что она забыла что-то посчитать вначале. А я работал там только за премию. Ради этого, не ради окладной части, которая там была минимальная. Резюме. Через 2 часа не работает корпоративная почта. Я понимаю, что я уволен. Потому что нельзя говорить плохо о любовнице начальника. Даже если вы с ним типа дружите и давно знакомы. Ну, в конечном итоге, через несколько месяцев путем переговоров я все-таки пришел с руководством этой компании к пониманию, что это не мой косяк, и я должен получить полную выплату по тем условиям, которые были оговорены, а вот этот минус, он как бы пойдет из кармана или этого же начальника или кого-то. То есть премию мне выплатили в конечном итоге в полном объеме. Но нервов потрепали прилично, и пришлось подоказывать, что им лучше со мной расстаться полюбовно, а не со скандалом. К вопросу о том, что я с самого начала готовился, что меня могут выгнать. Дружеские отношения с начальником — это иногда хорошо, но часто заканчиваются вот таким вот. Ты вроде как помнишь, что ты с ним друг, а он всегда помнит, что ты его подчиненный, и он тебе платит зарплату. И относиться ты к нему должен так. Поэтому еще один последний совет на сегодня. Держите дистанцию в коллективе. Желательно не иметь сексуальных связей внутри коллектива. И вообще быть на определенной, так сознательно выбираемой дистанции. Потому что руководство ваше будет сближаться с вами ради того, чтобы положить вам ручку на спину и сказать: ну слушай, Иван Иванович, поработай сегодня там еще, пока не сделаешь этот проект. Это очень нужно. А вот когда начнется дележ премии, они вспомнят, что Иван Иванович наемный сотрудник, а они работодатели, собственники бизнеса, и вам просто достанут трудовой договор и скажут: а тут ничего об этом не прописано. А то, что ты тогда остался доделать проект, ты просто внутренне имел для этого мотивацию. Понятно, что во многих случаях, почти во всех случаях, вот так вот на дружеское обнимание и похлопывание по плечу очень сложно отказать отказом, поэтому вы просто не должны создавать условий, в которых у вас с вашим начальником будет запанибратские такие отношения. Вы наемный сотрудник, вы вежливо и уважительно относитесь к вашим коллегам и начальству, но вы там буквально на работе, на дядю продаете свой труд, свое время за деньги. С другой стороны, если вы работодатель, все, что я вам рассказал, вы можете использовать для того, чтобы обманывать своих сотрудников. Но я вам этого не говорил. Все, ставьте лайки и подписывайтесь. Пишите комментарии, чему плохому или хорошему я вас научил.